Когда начнутся мирные переговоры, в России не смогут ремонтировать айфоны и макбуки, а грузинский парламент принял закон об иноагентах. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Россия обстреляла склад новой почты в Одессе. В результате пожара есть пострадавшие. По Одесі спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти на площі 6 тисяч квадратних метрів. Конфискация российских активов. Как много лет это займет и что может помешать? В целом рассматривалась достаточно радикальная идея принятия закона «Россия – спонсор терроризма». В Варшаве напали на синагогу, постарались ее поджечь. Кого подозревают? Люди, которые хотели сжечь синагогу в Ножике, также пытались разрушить польско-еврейские отношения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Так вы можете тоже поддержать нашу работу. Поехали. Российские ракеты снова обстреливают Одессу. Теперь они прилетают в склад почтового оператора «Новая почта». Начался масштабный пожар, который тушили до самого утра. На момент записи видео известно о 14 пострадавших. По Одесі спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальники знаходилися в безпечному місці і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників, було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали психологи ДСНС. Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею була пошкоджена одна з пожежних частин міста Одеса. Було вибито скло, в деяких приміщеннях постраждала також стеля. З рятувальниками все в порядку, вони під час повітряної тривоги знаходилися в безпечному місці. Кроме новой почты, в здании располагалась компания, занимающаяся продажей растений. Видео выгоревшего склада уже расходятся по сети. Украина может начать переговоры с Россией после саммита в Швейцарии. Об этом говорит министр иностранных дел страны. В Швейцарии в июне будет создана коалиция стран с общими принципами. И после этого можно начинать переговоры с агрессором, говорит Кулеба. Также говорит, что исходит из опыта переговоров с 2014 по 2022 годы. Мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, с участием посредников и на двустороннем уровне. Но ничего не сработало. Это закончилось широкомасштабным вторжением. Поэтому мы знаем, что нет смысла приглашать Россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно. Есть только два способа привести РФ к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – коалиция стран, разделяющих одинаковые принципы и подходы. Именно поэтому на саммит не планируется приглашать Россию как участника. Нельзя закончить войну без участия обеих сторон, говорит министр. Вместе с тем, президент Украины якобы запретил переговоры с Россией, пока там остается Путин. Как выйти из этой ситуации и какие переговоры могут быть в этом случае? Разве что ограничить запрет исключительно Путиным. А может, кто-то из коалиции будет уполномочен вести такие переговоры. К примеру, Джо Байден якобы собирается приехать в Швейцарию. Во всяком случае, об этом говорит глава Верховной Рады Украины. Есть ли смысл в такой поездке, есть ли глобальный смысл в участии американского президента в саммите мира в Швейцарии и не станет ли он тем самым модератором, мы спросили у украинского политтехнолога из Вашингтона Катерины Одарченко. Байден, он же позиционирует себя как президент, который активно занимается внешней политикой и по вопросу Израиля, и по вопросу Украины. Поэтому я думаю, что это вполне возможно, вполне коррелирует с его позиционированием как энергичного президента, снова же лидера в внешней политике. И сейчас очень много информационных кампаний касается, вот, допустим, там позиция молодого Байдена по поводу Израиля.
Тем более перед выборами это крайне важно, тоже связь Израиля с Украиной и внешней политики Соединенных Штатов, потому что Political Action Committee — это такие организации, которые собирают деньги и помогают, ну, не просто кандидатов там вот Трампу или Байдену, а кандидату, который поддерживает определенный вектор политики. И вот внешняя помощь, допустим, Израиля — это огромный блок внешней политики, и он связан в том числе и с Украиной, да, потому что это борьба с авторитаризмом, борьба с терроризмом и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что такой визит, он вполне будет логичным после голосования за один из исторических самых больших пакетов помощи. Мне кажется, это вполне логично, плюс это возможность встретиться на полях, которая также всегда часть подобной работы. Пока реакции России на вероятный приезд Байдена нет, но в целом на саммит в Швейцарии Россия реагирует негативно. Мол, Швейцария не нейтральная страна, говорит Песков, и нет смысла собираться без Москвы. В России заканчиваются оригинальные детали не только от самолетов, но теперь и от телефонов. С февраля этого года компания Apple перестала поставлять детали для телефонов и ноутбуков в Россию. К тому же гарантия для всей техники тоже истекла в феврале, ведь последнюю продукцию компания Apple завозила в Россию в 2022. Об этом пишут российские ведомости. Некоторые компании наладили поставки деталей из СНГ или даже сами возят на обслуживание туда устройства. То есть детали заказываются для условной компании в СНГ, а потом переправляются в Россию. Грузинский парламент поддержал во втором чтении так называемый законопроект об иноагентах, который вызвал резонанс в грузинском обществе и заставил людей выходить на улицы, протестовать против его принятия. 83 голоса за, 23 против. Закон принят во втором чтении. Не помогло ничего. Протесты не останавливались даже вопреки призывам президента Грузии. Полиция применяла спецсредства, поливала водой и стреляла резиновыми пулями. Я напомню, оппозиция называет этот закон калькой с российского. США первыми приняли решение о конфискации российских активов. Такая мера предусмотрена 4-м пакетом помощи, проголосованным Конгрессом США не так давно. Но механизма такой конфискации безопасного пока еще нет, потому этот процесс таки займет какое-то время. К тому же предложенная схема создает механизм конфискации, а не автоматически забирает российские активы. Об особенностях процесса, опасениях и развитии мы поговорили с политтехнологом Катериной Одарченко. Сначала в целом рассматривалась достаточно радикальная идея принятия закона «Россия – спонсор терроризма», который, по сути, имеет такой алгоритм, то есть разрыв дипломатических отношений и потом возможность судов против России как государственного суверена, да? Ну, это значит, что каждая, допустим, американская компания, которая пострадала, она может пойти в суд и сказать, что, знаете, вот у меня убытки там 200 миллионов, пожалуйста, с российских государственных суверенных активов компенсируйте мне эти деньги. И, ну, в первую очередь получили бы это там американские компании, кто связаны, и потом как бы Украина в том числе. От этой идеи отказались, это слишком радикальная идея, хотя это делалось в аспекте Афганистана, в аспекте Кубы, но, снова же, разрыв дипотношений с Кубой, да, и с Россией, ну, все-таки как бы... Ну, с Россией это сложнее. Поэтому та форма, которую мы имеем сегодня, это уже некий консенсусный вариант, и это не самый радикальный вариант, который был, ну, который, в принципе, обсуждался здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому, ну, потому что это продукт двухлетней дискуссии. Президент Польши осудил нападение на синагогу в Варшаве. В Польше нет места антисемитизму, в Польше нет места ненависти, передал он через своего представителя на пресс-конференции. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью ночью, пожар был быстро потушен и пострадавших нет. Люди, которые хотели сжечь синагогу в Ножике, также пытались разрушить польско-еврейские отношения. Мы не могли позволить им добиться успеха. Я хотел бы поблагодарить всех, кто выступал против этого акта вандализма. Но мы должны сделать больше. Мы должны принять соответствующие меры, чтобы те, кто совершает антисемитские акты, были привлечены к ответственности.
Я хочу напомнить вам, что мы существуем благодаря вашей поддержке. Наши видео не монетизируются Ютубом практически из-за правил этой платформы, поэтому ваши донаты, спонсорство и ваша суперподдержка помогают нам создавать новые и новые видео. За это спасибо вам за доверие. Ставьте лайки, выставляйте комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, все это непременно очень важно. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.